Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю торт с профитролями по мотивам знаменитого немецкого торта Windbeutel-торте, который готовится, как правило, с малиной. Поэтому я буду готовить свой торт тоже с малиновым муссом и с малиновой пропиткой. Торт буквально тает во рту и очень легкий на вкус получается тортик. Итак, сначала приготовим коржи. Здесь 3 яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм, без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта, яйца комнатной температуры обязательно. И 150 грамм сахара я буду вводить в несколько приемов, и взбивать я буду всю яичную массу не более 3 минут. Здесь этого достаточно, потому что я буду вводить в тесто разрыхлитель. Вот такая яичная масса должна получиться в итоге. 75 грамм растительного масла без запаха, 75 грамм или миллилитров молока комнатной температуры, ни в коем случае не холодного. Все это просто перемешиваем до однородности, ничего не взбиваем. Сейчас в массу я просеиваю 190 грамм муки и также 9 грамм разрыхлителя. Больше разрыхлителя здесь брать не нужно. Все это просеиваем и перемешиваю сразу же миксером. Тесто готово. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма здесь 22 сантиметра в диаметре. Выпекается этот корж очень быстро, буквально 35 минут. И уже он готов. Всегда получается ровным, очень по вкусу напоминает шифоновый ванильный бисквит. Выпекаю сейчас на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Корж испекся, я даю ему сейчас полностью остыть в форме. И в это время я начинаю готовить уже мусс. Итак, для мусса я беру, здесь у меня примерно 150 мл холодной кипяченой воды, 6 листочков желатина. Это примерно 10 грамм. Вы также можете взять 9 грамм обычного порошкового желатина. Здесь очень важно, когда вы будете размачивать вот такой листовой желатин, чтобы они не склеивались друг с другом, иначе это затрудняет процесс набухания. Здесь 100 грамм малинового пюре. Без косточек и без сахара, 50 мл воды. Я все это просто перемешиваю. Для того, чтобы получить из замороженной малины вот такое количество пюре 100 грамм, я взяла 180 грамм обычной замороженной малины, перетерла ее через сито. Сок половины лимона. И довела все это до кипения, не кипятила. Отправляю туда 100 грамм сахара. И все это просто перемешиваю. Сахар я всегда кладу в такие пюре после закипания, чтобы вкус был наиболее ягодный, чтобы не было вот этого конфитюра во вкусе. И все перемешиваю до однородности и даю смеси сейчас немного остыть, чтобы в нее уже можно было вводить желатин. Смесь сейчас остыла, буквально где-то 60 градусов Цельсия она. И я ввожу туда уже набухший желатин, очень хорошо его отжимаю. И очень хорошо сейчас все это перемешиваю. Перемешав смесь до однородности, я оставляю ее остыть до комнатной температуры. Вот это нужно сделать обязательно, чтобы она была комнатной именно температуры. Сейчас корж уже остыл у меня до комнатной температуры. И я вырезаю его из кольца и нарежу его на слои. Я показываю здесь весь процесс, как я все это собирала и делала, чтобы просто быстрее вам работать. Разрезаю на 2 коржа. Вот такой воздушный, нежный корж получается. Очень быстро печется. Туда можно добавить лимонную цедру, также будет очень вкусно. Небольшая вот такая шапочка, я ее срежу просто для ровности. Вы можете этого не делать. Продолжаем готовить мусс. 250 мл очень хорошо охлажденных сливок, не менее 30% жирности.
Туда же отправляю пакетик ванильного сахара 8 грамм или ванильный экстракт. Взбиваем сейчас до мягких пиков. Не до устойчивых, а именно до мягких пиков нужно взбить сливки. Здесь 250 грамм греческого йогурта. Сразу говорю, что можно взять 10% сметану вместо греческого йогурта, у кого нету его. Или обычного йогурта просто берите. Можете брать йогурт с малиновым вкусом. Пюре малиновое остыло до комнатной температуры, и я при непрерывном взбивании миксером ввожу все пюре в сливочную массу. Просто сейчас перемешиваем до однородности, ничего дальше не взбиваем. Мусс уже готов. Я поставила корж уже в кондитерское кольцо, и несколько столовых ложек мусса я выкладываю на корж. Корж нижний, заметьте, я ничем не пропитываю, он пропитается от мусса. Слегка мусс разравниваю. Профитроли я готовила в предыдущем видео. Ссылку я оставлю вам, конечно же, внизу под данным видео. Чтобы наполнить такой тортик примерно 22 см в диаметре, нужно взять 30-35 штучек профитролей размером примерно 3 см в диаметре. Выливаю уже оставшийся мусс на профитроли. Делается это очень все несложно. Профитроли я хранила в холодильнике буквально несколько часов, накрыв их пищевой пленкой в контакт. И это важно, потому что такое тесто, как заварное, оно как губка, оно впитывает в себя все запахи. Если вы хотите их хранить где-то сутки, обязательно положите их в контейнер, который очень хорошо закрывается, и на всякий случай плотно оберните его еще пищевой пленкой. Вот этот контейнер. Накрываем вторым коржом. И корж я здесь еще пропитала. Пропитку я вам напишу в описании к данному видео. Сейчас убираем все это в холодильник где-то часов на 5 хотя бы. Я убирала на ночь. Убираем обязательно, чтобы мусс стабилизировался. У меня прошла ночь. Здесь 100 грамм темного шоколада и 1 столовая ложка растительного масла без запаха. Темный шоколад я растопила в микроволновке. На пропитанный корж верхний я наношу весь шоколадный слой. Он очень тоненький будет. Пропитку для коржа я напишу в описании к данному видео. Там пюре у меня малиновое. И сейчас убираю буквально на 15 минут в холодильник, чтобы схватился шоколад. При нарезании шоколад будет очень хорошо нарезаться. Здесь 200 мл сливок очень хорошо охлажденных, 30 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта берите. Вы можете вообще не брать и не делать вот этот вот верхний сливочный крем. И 100 грамм сыра маскарпоне. И все это взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Это я просто делаю крем, чтобы украсить им слегка тортик. То есть этот крем в торте не обязателен. Вы можете украшать этот торт абсолютно любым кремом. Шоколадный слой схватился, и наношу сливочный крем. Вот этот мусс, он не тает при комнатной температуре даже в очень сильную жару. Это очень удачный рецепт, но он тает во рту. И очень сбалансированный вкус у торта получается, легкий, необыкновенный. Я также посыпаю вот такой шоколадной посыпкой бока и верх торта. Здесь украшаю завитками вот такими. Насадка 2D у меня здесь, большая насадка кондитерская. Нарезается торт очень легко, очень красивый разрез у торта получается. Торт прекрасно держит форму. В пропитке я использовала 50 грамм малинового пюре, 100 грамм воды и 20 грамм сахара. И довела это до кипения и остудила. И все это вылила на верхний корж. И корж получается просто необыкновенно сочный и очень-очень малиновый.
Можно вообще его не пропитывать. То есть это не принципиально, но с ним это просто вот изюминка также дополнительная к этому торту с этой пропиткой. Показываю, как он надламывается вилкой. То есть торт тающий буквально во рту, вы видите, да? Очень хорошо он держит форму. И профитроли все пропитанные. Ссылка на рецепт профитроли будет указана под данным видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.